Всем привет! Я Евгения Каландина. Сегодня приготовила для вас новый мастер-класс. Посмотрите, какую птичку я связала, такого вот попугайчика голубенького. Предлагаю сегодня связать нам такую птичку вместе. Птичка очень красивая, реалистичная, размером с настоящего попугайчика. На голове у него шерсть для валяния, на мордочке шерсть для валяния. Для вязания попугайчика нам потребуется пряжа. Это хлопок. Называется ирис. Вот такие моточки. Вот на вязание одной птички у меня ушло немного пряжи. Показываю, сколько осталось. И совсем немножко серого. Сейчас мы будем с вами вязать. Можете вязать голубую или зеленую. Я вам покажу материалы на обеих птичек. Немного белой пряжи, совсем немножко для голубого попугайчика. Для ножек можно использовать хлопок. Я использовала серую пряжу. Это акрил. Проволока. Совсем немножко пряжи для клювика и для перемычки. Черные бусинки. Кстати, именно по носику различают мальчик перед нами или девочка. Нам нужна будет шерсть для валяния. Я купила у себя в городе вот такую желтую, это для зеленого попугайчика. Для голубенького попугайчика я использовала пряжу голубого цвета. Я просто не нашла белой пряжи, поэтому голубую. Получилось неплохо. Но если есть возможность, лучше использовать белую пряжу. Также нам нужно будет пряжа желтого цвета. Из инструментов нам потребуются ножницы, крючок у меня номер 2, маркер, толстая иголочка для сборки, наполнитель, обычная новая губка, которой мы моем посуду, и иглы для валяния шерсти. Я их покупала уже давно, поэтому цену вам не скажу. Это очень такие интересные иголочки. В наборе их было 5. Когда я пробовала, что такое сухое валяние, у меня сломалась первая иголочка. Вторую я, кстати, уже с попугайчиком пыталась нитку подтянуть ею и сломала иглу. Я сейчас вам покажу, как мы пользуемся этими иголочками. А уже когда мы дойдем в мастер-классе до этого, то будет более подробно. Птичку можно будет куда-то посадить. Вот я даже пальчики немножко нажимаю. На проволочку немножко нажимаю, и птичка держится у меня на пальце. Приступаем к вязанию. Берем желтую пряжу и серую. Будем вязать в 2 нити. Делаем 2 воздушные петельки и вяжем, как обычно, из них 6 столбиков без накида. Первый столбик. Второй, третий, четвертый, пятый и шестой. В следующем ряду мы будем делать прибавки. Из каждой петли предыдущего ряда вывязываем по 2 столбика. Из первой петли вывязываем первый, второй, из второй 2, третий столбик в этом ряду, четвертый, пятый, шестой и следующий, седьмой, восьмой. Хвостики прячем между петельками, девятый, десятый и заканчиваем ряд. 11 столбик и 12. В конце ряда проверяйте, 12 столбиков должно получиться. Теперь снова делаем ряд с прибавочками. Первый провязали 1, из второй вывязываем 2, из третьей 1, из четвертой петли 2, из пятой 1, из шестой 2. И продолжаем вязать до конца ряда. В конце ряда у нас получается 18 столбиков без накида. Довязываем этот ряд. Проверяем количество петель. И теперь для удобства ставим маркер. Теперь мы вяжем без прибавок 3 ряда. Их вы провязываете сами. И дальше мы снова будем вязать вместе. Провязали 3 ряда.
Теперь продолжаем снова вязать ряд с прибавкой. Прибавку будем делать в каждую третью петлю. 1, 2, в третьей прибавка 3 и тут же четвертый столбик провязываем. Дальше пятый столбик, шестой, седьмой и сюда же восьмой столбик. И так мы вяжем до конца ряда с прибавочками. В конце ряда у нас будет 24 столбика без накида. У нас, видите, какая получается головушка у нашего попугайчика? Желтая, как будто с серыми перышками. Нет желтой пряжи, можно зеленой связать, потому что попугайчики бывают полностью зеленые, волнистые, желтые, зеленые. Перед тем, как вязать, можете посмотреть фотографии в интернете, очень интересно. Кстати, напишите в комментариях, у кого какие дома животные. Будет интересно. У меня в детстве были попугайчики. Попугайчиков очень люблю. Очень забавные такие птички. А сейчас у нас, например, дома нет попугайчиков. У нас тихие, спокойные рыбки. Довязали ряд, переставляем маркер и провязываем один ряд без прибавок, 24 столбика без накида. Их вы также провязываете сами, дальше снова будем вязать вместе. Довязали этот ряд, маркер мы убираем, он нам теперь совсем не нужен. Последний столбик провязываем. Маркер убираем, потому что у нас будет смена нити, и без маркера будет отлично видно, где ряд начинается, заканчивается. Теперь мы привязываем 2 нити зеленой пряжи. Зеленая, кстати, очень красивого цвета. Я взяла очень красивый цвет, такой яркий, насыщенный. Мне кажется, прям цвет точно такой же, как у попугайчика. Теперь мы провязываем 3 ряда без прибавок по 24 столбика без накидов в каждом зеленой пряжей. Как видите, переход у нас будет заметен. Заметен сейчас, когда мы оформим мордочку нашему попугайчику. Там будут щечки его, там будет клювик, поэтому этого перехода будет совсем незаметно. Снова ниточки прячем между столбиками без накида, как бы их закрепляем. И потом уже длинные хвостики или обрезаете, я убираю внутрь игрушки. Мне они не мешают, продолжаем вязать. В общем, провязываете 3 ряда сами и дальше снова вяжем вместе. Провязали 3 ряда, теперь продолжаем вязать ряд с прибавками. Прибавку будем делать в каждую четвертую петлю. Первый столбик провязываем 1, второй 1, третий, в четвертый делаем прибавку. Дальше 6, 7, 8, 9 столбики, 10 вывязываем из одной петли. Снова 1, 2, 3, в четвертую 2 столбика. Итак, провязываем до конца ряда. В конце ряда у нас получается 30 столбиков без накида. Теперь снова самостоятельно провязываем 3 ряда без прибавок. Я не показываю вот эти ряды, когда вяжу без изменений, чтобы не удлинять просто так мастер-класс. Поэтому провязывайте их сами. Провязали 3 рядочка, теперь снова делаем прибавки. Первый столбик провязали 1, второй 1, третий 1, четвертый снова 1, а в пятую петлю вывязываем 2 столбика без накида. Дальше продолжаем. 1, 2, 3, 4. В пятую петлю 2 столбика без накида. И также вяжем дальше. Снова 1, 2, 3,
4, в пятую 2 петли. Один, два, три, 4 и в пятую снова 2 петли. Продолжаем вязать так до конца ряда. В конце ряда у нас получается 36 столбиков без накида. Теперь мы будем вязать без прибавочек основную часть нашего тела. Нам нужно будет провязать 7 рядов по 36 столбиков без накида в каждом. Ну, их, конечно же, вы провязываете сами. И дальше уже будем вязать с вами с убавочками. Провязали 7 рядов, теперь вяжем с убавками. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой убавка. Их вместе провязываем. Снова первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой вместе. И вяжем так дальше. 1, 2, 3, 4, пятый, шестой вместе. Продолжаем вязать с убавочками до конца ряда. В конце ряда у нас останется 30 столбиков без накида. Я, кстати, ставила маркер. С маркером удобнее, чтобы 7 этих рядов постоянно не отсчитывать. Поставила маркер, провязала 7 рядов. В принципе, он мне больше не нужен. Довязываем этот ряд с убавочками. Довязали. Теперь провязываем 2 ряда без убавок по 30 столбиков без накида в каждом. Их вы провязываете сами и снова дальше продолжаем вместе. 2 ряда у нас провязанных. Теперь самое время наполнить туловище холофайбером. Набиваете плотно, чтобы птичка держала хорошо форму. Наполнительно нам нужно будет немного, игрушка небольшая. Не забудьте поделиться фотографиями, мне очень приятно. Спасибо тем, кто отправляет. Продолжаем вязать ряд с убавками. Первый столбик провязываем 1, второй, третий, четвертый и пятый вместе. Снова 1, 2, 3, четвертый и пятый убавка. 1, 2, 3, четвертый и пятый убавка. Так мы вяжем до конца ряда. В конце ряда у нас остается 24 столбика без накида. Довязали ряд, проверяем количество петель, вяжем еще один ряд без убавок, 24 столбика провязываем.
Довязали этот ряд, снова добавляем холофайбер. Теперь мы будем делать убавки в каждом ряду, который будем вязать. Провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый убавка. Снова первый, второй, третий, четвертый вместе, наша убавочка. Первый, второй, третий, четвертый вместе. Так до конца ряда. В конце ряда у нас останется 18 столбиков без накида. Проверяем количество. Первый столбик провязываем один, второй, третий вместе. Снова один, второй, третий вместе. Так до конца ряда довязываем. В конце ряда остается 12 столбиков без накида. Мы будем делать убавки до конца вязания. Осталось 12 столбиков, теперь провязываем по 2 петли вместе. Каждые 2 петли это будет убавочка наша. До конца вязания. Первая часть нашего мастер-класса подходит к концу. С вами была Евгения Каландина. Не забудьте оценить видео и подписаться. Теперь делаем соединительную петлю. Ниточку обрезаем. Закрепляем. И прячем внутрь нашей игрушки. Ниточку спрятали, тельце поправляем. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.